Всем привет! АвтоВАЗ старается дать покупателям современный продукт. Путем импортозамещения, преодолевая трудности с наличием необходимых деталей и комплектующих, нас уверяют, что завод не стоит на месте. Даже вопреки всем предсказаниям Renault-Nissan, что мы сами сможем выпускать только Ниву, да и то ближе к 2030 году, АвтоВАЗ продолжает наращивать темпы и анонсировать новые модели. Нива получила долгожданные обновления в техническом плане. В простые комплектации переднеприводных моделей постепенно возвращаются ранее убранные из оснащения опции. Завод нашел, где брать электронные компоненты, с которыми всегда не ладилось у ВАЗа. Удалось найти вариатор для Весты. На заводе считают это каким-никаким прогрессом. А ведь планы у руководителей АвтоВАЗа и дальше не шуточные. Появятся новые модели уже в этом году. Аура, Нива Спорт покажут семейство автомобилей Лада Искра, которая заменит Гранту. От предприятия так и веет позитивными планами. Видно, что останавливаться они не собираются. Также АвтоВАЗ предлагают ударить утиль сбором по китайской экспансии. По-другому они не хотят конкурировать. Самое ближайшее на повестке АвтоВАЗа – целиком и полностью вернуть на конвейер и возобновить продажи Лады Ларгус. Старт серийного производства начнется уже на днях. Это плоды вложенных 2 миллиардов рублей в перенос производства на площадку ВАЗа в Ижевске. Хотя на данный момент работники завода уже трудятся над производством долгожданной модели. Топ-менеджерам АвтоВАЗа представили первый кузов, изготовленный из узлов, произведенных на новом предприятии. До конца года завод планирует выпустить около 50 тысяч автомобилей в этом кузове. Какие обновления получил автомобиль, производство которого фактически остановилось более чем 2 года назад? Да по сути никакие. Это все тот же простой и привычный Ларгус, к которому разве что теперь добавится электрическая версия, так называемый E-Largus. Правда, будет ли он пользоваться широким спросом – задачка со звездочкой. Напомню, что именно Largus полюбился нашим соотечественникам из-за практичного кузова, ведь это и универсал, и коммерческий транспорт, и даже 7-местный минивэн в одном флаконе. Его возвращения действительно ждут, но за ту цену, которую просят дилеры за новые машины из летней партии, хочется видеть чуть больше, чем автомобиль 20-летней давности в комплектации барабан. Отдавать 2,5 миллионов рублей за 5-местный автомобиль, в котором из современных опций присутствует разве что АБС и передние электростеклоподъемники, просто смешно. Стоит вспомнить нескончаемую проблему с поисками комплектующих, которых неизвестно на какой срок и объем производства должно хватить. И тогда приходит понимание, что этот Largus из высокомаржинального продукта превращается в неликвидный продукт, лишний раз тянущий деньги из завода. Однако у ВАЗа на грядущие года уже заложен план по созданию и производству своего абсолютно нового минивэна на платформе Лады Весты, который должен будет во всем заменить Largus. Но встает большой вопрос, зачем вообще нужно мучиться и создавать что-то из ничего, когда нет никакой необходимости изобретать и вливать бесконечные бюджеты в никуда. Обновленный во всех смыслах Largus уже не первый год существует на рынке. Dacia Jogger, в эту модель переродился привычный Largus, активно продается в Европе еще с 2021 года. Замысел все тот же. Это увеличенный до размеров универсала Logan, только на этот раз 3-го поколения на платформе семей FB. Должен напомнить, что заветная новинка от АвтоВАЗа Lada Искра будет построена ровно на той же платформе, что и не доехавший до нас Logan 3. И раз в производстве ее запускают уже в следующем году, то со всеми необходимыми комплектующими для сборки авто на этой тележке у завода дела должны быть в полном порядке. Новенький Largus, он же Jogger от Dacia, даже в самой базовой комплектации не имеет такого же бедного оснащения, как нынешняя модель от АвтоВАЗа. Все нужные опции есть. Начинку иначе как полной по-другому и не назвать. Даже держатель для телефона из мультимедийной системы торчит с зарядкой тут же, рядом. Остается только шильдик переклеить на ладью. Салон простенький, багажник огромный, от 700 до 1800 литров. Само собой, 7-местная версия тоже есть, с местами на галерке. По другим характеристикам машина тоже не отстает. Клиренс 20 см, грузоподъемность больше, чем полтонны. Но есть один нюанс. У румынского Ларгуса под капотом стоит либо литровый турбомоторчик со смешными показателями, либо 1,6 литровый агрегат вкупе с гибридной
гибридной установкой. Стоит напомнить, что в наших условиях подобные технические характеристики не в почете. Поэтому ни новомодные экономичные 3 цилиндра или подзарядка литиевых батарей для работы электромотора нам не нужны и мало интересны. Поэтому все, что остается АвтоВАЗу, оснастить эту модель своими агрегатами. Largus на 1,8 литровом EVO моторе от Vestas, который уже начали устанавливать на флагман, в паре с шестиступенчатой механикой были бы отличной силовой установкой для этого минивэна. Опять же, ничего изобретать вовсе не нужно, а при желании к китайской механике можно добавить вариатор от тех же китайцев. Поедет такой агрегат бодрее, чем с европейской литрушкой. Ровно такую машину мы и ждем от АвтоВАЗа. Ее давно пора запускать в производство вместо воскрешения давно устаревшего универсала на платформе B0. Должен сказать, что за бугром этот джогер стоит ровно тех же денег, что просят за наш нищенский Largus. Порядка 20 тысяч евро, что на наши рубли как раз укладывается в пределы 2 миллионов рублей. Не 500 тысяч, но в нынешних реалиях еще более-менее цена. И честно сказать, среди покупателей такой машины, подчеркну именно с отечественным агрегатом, я бы был в первых рядах. Это был бы идеальный для России автомобиль, в котором есть все то, что ценит отечественный автолюбитель, от практичности и надежности до приятного внешнего вида и высокого клиренса. Все, что остается ВАЗу, поработать над ценой и комплектациями. И за нормальную стоимость подобный автомобиль раскупали бы активнее, чем все Весты, которые и так уже заполонили все стоянки и особым спросом не пользуются. Конечно, кто-то скажет, что АвтоВАЗ — это особая структура, в которой интересы руководства становятся сильно выше, чем пожелания покупателей. Все же хочется верить, что когда-нибудь в ближайшем обозримом будущем и мы будем ездить на современных отечественных машинах. А как считаете вы, стоит делать новый Largus или выпускать старый, но дешевый и надежный? Пишите в комментариях.